В период празднования Пасхи христиане, как правило, вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа на земле. В тех событиях четко прослеживаются две мысли, о которых он думал в тот момент больше всего. Первое. Впереди его ждало последнее испытание – мучение и казнь. И как совершенный человек он не мог равнодушно к этому относиться. В Екклесиаст 3.11 сказано: «Он вложил вечность в сердца людей». Это особенно актуально для совершенного человека со здоровой психикой. Сама мысль о том, что он должен подвергнуться чудовищным пыткам и прекратить свое существование, сильно беспокоила его, и он часто обращал на это внимание именно в последнюю неделю жизни. «Я должен креститься крещением, и как я томлюсь, пока оно не завершится». Что будет с его учениками после него? Иисус знал, что с его смертью ученики будут рассеяны, как овцы без пастуха, и впоследствии разделятся на многочисленные христианские течения. Как донести до них мысль, что они не должны враждовать между собой? События последней недели жизни Иисуса начинаются со смерти и воскресения Лазаря, описанные в 11 главе Евангелия от Иоанна. Услышав о его болезни, Иисус сказал: «Это болезнь не к смерти, а к славе Бога, чтобы через нее Сын Бога был прославлен». Иисус намеренно не пошел исцелять Лазаря, когда тот был еще болен. Он дождался, пока он умер, и пришел, чтобы воскресить его. Публичное воскресение Лазаря имело резонансный эффект и запустило череду событий, которые привели к смерти Иисуса. Именно после этого случая состоялась та роковая встреча старших священников, на которой было решено убить его. Один же из них, Каиафа, который в тот год был первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не понимаете, что для вас же лучше, если один человек умрет за народ, а не весь народ погибнет». И с того дня они замышляли его убить. Поэтому Иисус больше не ходил открыто среди иудеев. Он ушел в местность, расположенную недалеко от пустыни, в город, называемый Ефрем, и там оставался с учениками. За 6 дней до Пасхи состоялся ужин в Вифании, на котором Иуда принял решение предать своего учителя. Мария же взяла около 300 граммов благовонного масла, очень дорогого и чистого нарда, помазала ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. И ароматом благовонного масла наполнился весь дом. Но Иуда Искариот, один из его учеников, который собирался предать его, сказал: «Почему было не продать это благовонное масло за 300 динариев и не раздать их бедным?» Однако он сказал это не потому, что заботился о бедных, а потому, что он был вор. При нем был ящик для денег, и он вытаскивал деньги, которые туда клали. Тогда Иисус сказал: «Оставь ее, дай ей соблюсти этот обычай, чтобы подготовить меня ко дню погребения. Ведь бедные с вами всегда, а я не всегда буду с вами». Этот отказ стал последней каплей в духовном падении Иуды, и после этого он принял окончательное решение. Он пошел к старшим священникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я предам вам его?» Они пообещали дать ему 30 серебряных монет. С того времени он стал искать удобного случая предать его. За 5 дней до Пасхи Иисус исполняет пророчество, въезжая в Иерусалим на осленке. «Веселись, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Твой царь идет к тебе, он праведный, смиренный и едет верхом на молодом осле». В те дни народ стал особенно искать Иисуса. Куда бы он ни приходил, вокруг собирались толпы. Люди приходили, чтобы посмотреть не только на Иисуса, но и на Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Тогда старшие священники сговорились убить также и Лазаря, потому что из-за него многие иудеи, которые пришли туда, поверили в Иисуса. Народ потому и встречал его, что слышал о чуде, которое он совершил. Иисус знал о принятом старшими священниками решении, но эти события были ключевыми в его земной жизни. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, так и останется одно, а если умрет, то принесет много плодов. Сейчас моя душа встревожена. Что мне сказать? Отец, избавь меня от этого часа? Впрочем, для этого часа я и пришел». В день Пасхи Иисус собрался со своими учениками, чтобы дать им последнее наставление. «Очень желал я есть эту пасхальную еду вместе с вами прежде моих страданий». Зная, что после его ухода ученики будут разделены на различные противоречивые конфессии, он решил преподать им урок. Он поднялся из-за стола, снял с себя верхнюю одежду и подпоясался полотенцем. Потом он налил в умывальницу воды и начал мыть ноги своим ученикам и вытирать их полотенцем, которым был подпоясан. Но Петр сказал ему: «Господи, неужели ты станешь мыть мне ноги?» Иисус ответил ему: «Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь». Петр сказал:
«Никогда ты не будешь омывать мне ноги». Иисус ответил ему: «Если я не омою их, не будет тебе места рядом со мной». Закончив омовение ног, он снова надел верхнюю одежду, вернулся на свое место за столом и сказал им: «Понимаете ли вы, что я сделал для вас? Вы называете меня Господь и Учитель, и вы правы, потому что так оно и есть. Если я, ваш Учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу. Я дал вам пример, чтобы и вы для других делали то же, что я делаю для вас». Конечно, смысл действия Иисуса был не в буквальном омовении ног. Он хотел донести до них мысль, что христиане разных конфессий не должны враждовать между собой или считать, что Иисус может одобрять только какую-то одну церковь. Разделение христианства на многочисленные направления необходимо было для их сохранения. Если бы христиане не были разделены, то вся эта структура давно была бы развращена и, возможно, не дожила бы до наших дней. Примером может служить Римско-католическая церковь. После получения статуса государственной религии в Римской империи в IV веке нашей эры в нее стали активно внедряться языческие вероучения. В результате в наши дни, согласно Откровению 18.4, она уже слишком далеко отошла от истинных учений, и сам Бог советует выйти из нее. Подобная ситуация была в Древнем Израиле при воцарении Ровоама, сына Соломона. 10 колен Израиля решили отделиться, и за Ровоамом остались только дома Иуды и Вениамина. Тогда он решил военным путем вновь объединить Израиль под собой. Однако ему было слово Бога: «Вы не должны идти воевать со своими братьями, сыновьями Израиля. Возвращайтесь в свои дома, потому что все это было от меня». Похожий случай произошел с самими апостолами. Однажды они подошли к Иисусу и сказали: «Наставник, мы видели одного человека, который твоим именем изгоняет демонов, и пытались запретить ему это делать, потому что он не ходит с нами». Но Иисус сказал им: «Не запрещайте ему, ведь кто не против вас, тот за вас». Такого же мнения придерживался и апостол Павел. «Должны быть и секты среди вас, чтобы стали явно среди вас и люди одобренные». Поэтому, если тебя учили, что только твоя церковь истина, а все остальные отвергнуты, вспомни то, чему на самом деле учил Иисус. «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я люблю вас, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если между вами будет любовь. Истинно, истинно говорю вам, кто принимает всякого, кого я посылаю, тот принимает и меня, а кто принимает меня, принимает и пославшего меня». Однако главное испытание ждало Иисуса впереди. «Вот настает час, и уже настал, когда все вы разбежитесь по домам и оставите меня одного. И все же я не один, потому что со мной Отец. Я сказал вам это, чтобы благодаря мне у вас был мир. В мире вас ожидают беды, но смелее, я победил мир». Понимая, что за ним уже идут, Иисус взял с собой Петра и 2 сыновей Зеведея. И его охватила печаль и сильная тревога. Тогда он сказал им: «Душа моя глубоко встревожена, даже до смерти. Оставайтесь здесь и бодрствуйте со мной». И пройдя немного вперед, он пал на колени и стал молиться: «Отец мой, если возможно, пусть эта чаша минует меня. Впрочем, не как я хочу, а как ты». Тогда ему явился с неба ангел и укрепил его. И он, испытывая муки, продолжил молиться еще усерднее, и его пот стал как капли крови, падающей на землю. Иисус с достоинством выдержал все испытания, которые были ему определены. После него они достались его последователям. Вначале апостолу Петру, затем остальным, но все не победили так же, как победил сам Иисус. Если они выпадают и на твою долю, тогда заверение, которое получил апостол Петр, обращено также и к тебе. «Симон, Симон, сатана требовал просеять вас, как пшеницу, но я горячо молился о тебе, чтобы твоя вера не иссякла, и ты, вернувшись, укрепи своих братьев».